Всем большой привет! Сегодня рецепт острой аджики с бархатцами, чернобрывцами, острой паприкой и чесноком. Это острая ароматная приправа, которую я использую в основном как добавку, по половинке чайной ложки, например, когда мариную шашлык или любое мясо для запекания. Даже покупная курица или обычный картофель заиграют новыми ароматами. Замаринуйте с такой добавкой овощи, добавьте в суп, борщ, к макаронам. Если не любите острый, добавляйте по 1/4, по половинке чайной ложки. Замечательно хранится в холодильнике год точно. Все витамины и минералы сохраняются, так как она готовится без варки. Для этого необходимы вот такие продукты. Это острая паприка у меня. У меня паприка самая не острая из существующих. То есть обычная паприка, только один нюанс, что, видите, она такая немножко сморщенная. После того, как я ее сорвала с грядки, я разложила ее на подоконнике, чтобы она привялилась. Это надо для того, чтобы лишняя влага, вода ушла. Она нам не нужна, и благодаря этому она будет и лучше храниться, и еще больше усилится ее аромат. Еще нужен чеснок очищенный, 250 граммов, бархатцы. Цветки подходят любые, вот у меня обычные бархатцы, нужны только их лепестки свежие или же сухие, кориандр и пажитник. Подробней и количество всех продуктов вы найдете, как всегда, в описании под видео. И еще соль, все хранится благодаря соли. Работаю с острым перцем в перчатке, чтобы потом руки не жгли, и ножницами очень легко удалить семена. Если вы хотите, чтобы ваша будущая аджика была более острой, тогда семена можно не удалять. Я удаляю, оставляю только один перчик без семян. Нарезаю ножничками его вот на крупные части, потом будем измельчать. Нарезаю его такими крупными кусочками, просто чтобы потом легче было с ним работать и его измельчить. Ножницами очень удобно работать с острым перцем. Вот. Очень легко, все быстро получается. Для этой аджики мне понадобится 500 граммов очищенного перца уже. Вот перец я уже очистила, взвесила, тут ровно 500 граммов очищенного перца. Далее лепестки бархатцев срезаю, их мне надо стакан. Вот эта зеленая часть не нужна, она будет горчить, ее мы не используем, просто отрезаю свежие лепестки. Так немножко утрамбовываю, или же можно добавить сухие лепестки бархатца. У меня на канале есть видео, как я их готовила. Это специи эмеретинский шафран называется. Оставлю подсказки и ссылки обязательно. Далее острый перец, бархатцы, лепестки. Надо все измельчить. Я буду измельчать в комбайне. Мне так удобней, хотя при таком способе измельчения у вас останутся в аджике такие небольшие крупинки этого перца. Меня это не смущает. Если вы хотите более однородную консистенцию, тогда перекручивайте все в мясорубке 2-3 раза. Чеснок я измельчила прессом и добавляю к перцу и лепесткам, для того, чтобы легче было комбайну это все превратить в однородную массу. Все тщательно перемолола, и теперь осталось добавить специи. Добавляю кориандр, 60 граммов, измельчаю его в ступке, специи должны быть свежемолотые, и добавляю пажитника, 10 чайных ложек с горкой. Кориандра 60 граммов, это где-то 5-6 столовых ложек молотого. И сюда же 200 граммов соли. Соль обычная, соль не йодированная. Все хорошо перемешиваю. Пажитник я добавляла в 2 приема. Получается, первый раз я добавила 5 чайных ложек с горкой. И второй раз. В общей сложности 10 чайных ложек. Масса вся становится такой густой, пастообразной и очень ароматной. Теперь все надо переложить в сухие
стерильные баночки, плотно утрамбовывая. Это очень важно, чтобы воздуха не было. Она густая, поэтому вот так ложкой хорошо утрамбовываешь, чтобы не было пустот. Так она будет лучше храниться. До самого верха. Баночки желательно маленькие, так как это такой продукт, что он очень быстро не используется. Поэтому достал маленькую баночку и используем по назначению. А для того, чтобы эта аджика лучше хранилась в банках, сверху заливаю слой растительного масла рафинированного. Одну баночку оставлю так, без масла, потому что я скоро буду ею пользоваться. Вот такая, друзья, получается аджика. Ароматная, вкусная. Добавка к любым блюдам, к маринадам, к соусам. Даже можно добавить в обычный майонез или сметанку. Вот небольшое количество, четверть чайной ложечки. И ваши блюда заиграют новыми ароматными красками. Надеюсь, этот рецептик вам пригодится и вы будете готовить такую аджику. Не забывайте подписываться на мой канал, кто не подписался, оставлять свои комментарии. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока и всем до новых встреч. С вами была Виктория. Пока-пока.